музыка хорошая. Подожди, попозже. Вот, что хотел сказать-то. Просто многие думают, что люди выбирают профессию водитель, потому что он больше ни хера не умеет делать в этой жизни. И образования нету. Права получил и идет чисто рулить. Ну, наверное, так некоторые думают, люди, которые работают в офисах. Я не утверждаю, что они так думают, но есть такие люди, которые так думают. А что там у меня? Запись идет. Так вот, ребятки, как бы хотел это маленько не согласиться со всей этой темой. Я вообще по специальности программист, вот, и у меня двое корочек, как бы, 2 диплома, автослесарь и программист, типа, ну, работаю водителем. Почему я выбрал эту работу? Да потому что мне нравится, как вот объяснить, я люблю быть вольной птицей, то есть не сидеть где-то там в помещении, тухнуть. Мне дома хватает вот этих посиделок за компьютером. Я и дома неплохо поиграю в игры, если мне захочется. Вот. Обгоняю. Да ёп, красоты. Я ему даже место уже хочу уступить. Поэтому работа, мне чем нравится эта работа? Это ненормированная работа, это нестандартный вот этот режим, который тебя потом от него тошнить начинает. Вот это завтрак, обед, ужин, так сказать. Все одно и то же. Здесь ты в любое время захотел, покушал, поспал, если есть возможность. Постоянно в движении, то есть время пролетает вообще быстро. Постоянно что-то видишь, постоянно что-то происходит. То есть вообще вот можно на пальцах перечислить плюсы этой работы. Понятно, минусы вы и так видите и слышите по новостям, наверное, видите, постоянно происходят всякие аварии и все такое. Вот. Ну, минусы это понятно. Но плюсы это свобода. Второе, это экзотика. То есть ты где-то бываешь в разных местах. Даже пускай вот я ездю по Сибири, но я все равно бываю в разных регионах, там в каких-то селах, поселках. Фу. Он что там, сцепление себе сжег? Что от него воняет так? Он реально там горит, что ли? Гоняет он. Все не нагоняться не могут. Так, на чем мы там остановились? Да, это разные места. Свобода. Ну, свобода, да, свобода. Тут как бы разные смыслы в нее, так сказать, делится на разные смыслы свобода. То есть это свобода времени, если не нормировано. Освободился, пошел, поел, лег спать, погулял, сходила, не знаю, если по пути он где-то что-то красивое увидел, пошел, полюбовался, пофотографировал, не знаю. Третье, это вот этот интерес, чувство вот это адреналина, которое ну, как сказать, то есть вот такой нестандартный формат работы, который дает вот этот адреналин, и при этом не унылое вот это ощущение от работы, когда вот ты сидишь вот одно и то же делаешь, тебя уже тошнит от одних и тех же стен, от того же потолка, от этого же стула, в котором ты сидишь и тухнешь по 8 часов и больше, по 12, допустим, да. Вот. Здесь я хоть и сижу в кабине также, да, на сидушке, но зато я хоть еду, и я что-то вижу, окружение, что-то где-то движется, где-то что-то происходит, да. Вон, дерево сломалось, видать, ветер сильный был. Вот. Такое же общение с людьми. Также работа интересна тем, что ты здесь не просто сидишь, да, там баранкой крутишь,
и на светофорах останавливаюсь. А здесь тебе надо думать, решать задачи также. Вот я подъехал к магазину. Сами видите, кто смотрит этот канал с самого начала. Есть вот прям конкретная задача. Подъехать к зоне выгрузки. Подъехать так, чтобы не зацепить машину свою, допустим, ну, какой-нибудь косяк. А бывает и машины других участников движения. Тоже, чтобы не зацепить, надо аккуратно вести себя. То есть это уже тактика, ответственность, тот же адреналин дает. Ну, это интересно, это очень. Это вот вроде со стороны кажется так сложно, но возможно. Но когда ты это можешь сделать, ты чувствуешь вот это облегчение и в то же время, ну, это интересно. Это надо испытать просто. Это не просто так, вот ты приехал, вот остановился у обочине, аварийки включил и доволен. Нет. Как видите, у меня бывают места, где я разгружаюсь, они не очень романтичные такие. Приходится как бы и попотеть, и понервничать, вот. Но это дополняет только эту работу, что она не унылая. Вот, это я вам все плюсы называю. А, какие еще плюсы? Это экзотика питания. Можно, конечно, есть в одной столовой одно и то же, завтрак, обед, ужин. А можно вот как я в дороге. Где-то вот, допустим, сегодня я мясо по-казахски попробовал наконец-то. Вот. То есть где-то что-то новое досъешь. Главное это, чтобы не травануться этим. Потому что здесь уютных теплых туалетов мало где найдешь. Вот, все в твоем распоряжении. Все унитазы, вот они.